С мороженым немножко обломились, сезон закончился, все, мороженое уже не готовят домашнего производства. Мы просто прогулялись по этому замечательному, красивому ресторану. Вот, идем обратно к машине, поедем в сторону дома, поедим обычное мороженое. Сегодня уже 10 октября. Вот они, ворота Клеопатры. Очень старинные. Строил их еще. Кто там? Муж у нее был, Клеопатра. Мы, кстати, с Мишей, когда гуляли, с той стороны приходили, вот с противоположной, к этим воротам. Очень старинное место. Было... Они были частью стены, как я потом прочитал. Но стена и все остальное не сохранилось, только остались ворота немножечко. И рядом здесь есть еще... это надо было направо повернуть. Есть там кусок каких-то старинной римской дороги. И вокруг нее там целый музей сделан. Мы туда Мишей заглянули. Он уже был закрыт. Побыли мы недолго в Тарсусе и продолжили свое движение в сторону дома. Это все новый Тарсус, новые районы. Мы едем по окружной и объезжать будем Мерсин. Мы не будем собирать все пробки города. Так, немножко платной дороги, как говорится, немножко заплатить, зато быстрее. Но Тарсус все не заканчивается, мы его объезжаем. Районов здесь очень много новых. Прям Миша, ты там играешь? очень большой городок. Раз увидели вот Лянчу, вот та белая машина предыдущая едет. Олег очень порадовался. Вышли, а тут нас вот это чудо встречает. Мохнатое. Всем доброе утро. Скажи доброе утро зрителям. Скажи. Ты умеешь разговаривать? А? Кыса. Умеешь разговаривать? Скажи доброе утро. Мяу. 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 Нет, разговаривать мы не умеем. Доброе утро, Алексей. Время 7:09. Мы уже на улице ждем нашего друга. Мы решили вести здоровый образ жизни, поэтому сейчас идем на набережную гулять. Вот. Свои 10 тысяч шагов. Но мы никогда не меряем. У нас друг постоянно меряет. Сейчас погуляем и скажем, сколько тысяч шагов мы сделаем, да? Да. Солнце еще даже не встало, на улице так свежо. Не сказать, что холодно, но свежо. Все спят, хотя не все спят, кто-то что-то стучит. Я пойду сяду, пожалуй. Ой. Ну что, мы начали свое движение. Hello! Hello. Günaydın. Günaydın. Good morning. Good morning. Привет. Привет. Guten Morgen. На всех языках. Huh? 안녕하세요. What is good morning in Russian? Доброе утро. Доброе утро. Ага. Сейчас идем достаточно быстрым темпом, не знаю, когда выдохнемся, а на обратном пути скажем, сколько тысяч шагов мы сделали. Вот мы уже на набережной. Народу уже много. Уже солнышко нас греет. Купающихся сегодня вообще никого не видно. Ну, посмотрим на обратном пути. Может быть, чуть-чуть рановато. До дальнего моста идти 40 минут. Вполне возможно, что мы на обратном пути уже видим, что народ полез купаться. Народ не страшится. Вот уже плавает человек. Я
Говорю, нет никого, я просто не видел за кустами. Вот плавает. Вон там за сеточкой видно. Голова солнышки. Так что уже народ в море. Время 7 утра. Граждане гуляющие набрали скорость. Günaydın. Так. Сегодня пока немного гуляющихся, видимо, народ еще не проснулся. Ой. Нормально. Набережная большая еще. Сейчас народ появится. Пока чуть-чуть рановато, видимо, для кого-то. Вот уже второй мост. Машина едет. Ноги только в одну сторону идут, в обратную не идут. Нет. 3500. Угу. Сколько? 3 с чем-то? 3500. 3500. Окей. А обратно будет 7. 7. Не 10. Все, пойдем дальше? Нет. So. No. Разворот. В кошачьем царстве побывали недолго. Идем обратно. Какое-то бюро чего-то. Непонятно. А, да, бюро находок. Сейчас я скажу кому-то на ноги. Не спеши, иди туда. Иди в бок. Иду в бок. Обратно идем, уже солнышко в глаза не светит, и народу прям уже намного больше. Но купающихся не очень опять. Много еще не добавилось. Сегодня, видимо, прохладноватенько. Мы днем сходим, посмотрим, какая будет погода на море. Сейчас волна замечательная. Волна прям супер. Видно ее. Видно вот волну. Она низкая, тихая. Еле-еле вода бьется в берег. Волна хорошая. А вот какая температура воды, посмотрим потом. Классный вид такой, когда обратно идешь. Когда туда тоже. Нам больше нравится возвращаться домой. Купается. А мы уже видим первый мост, вон там, где длинный каменный пирс. И уже хорошо идется. Ближе к дому. Вернулись обратно. Немножко другим путем пойдем. Пройдемся по улицам. По набережной не пошли. Все, уже мы подходим к дому. Мы зашли на территорию нового, еще недостроенного, не сданного, вернее сказать, комплекса. Его уже вот в такой стадии максимально дособирают. Вот здесь вот уже бассейн благоустраивают, душевую поставили, детскую площадку. Там 2 мангала стоят. Здесь вот уже подготовили, чтобы положить травяное покрытие. Окна, в принципе, все вставлены. Вот. Конечно, здесь какие-то, не знаю, емкости, возможно, что тоже канализационные, наподобие как у нас. Ну, danger. В общем, там далеко до готовности, там еще плитку даже не положили в общественных местах, а здесь уже новый комплекс строится. Строители работают, молодцы. Еще время раннее, уже все на работе.
Нагулялись, пришли заглянуть, как тут дела обстоят. Из арматуры собрали вот такую конструкцию. Все это арматура, я не знаю, сколько здесь тонн ее, с вертикальными выводами сделали. Еще арматура вон там лежит немного, еще, видимо, еще, наверное, что-то будут городить снаружи, а потом зальют все это бетоном. Ну, основательно подготовились. Молодцы. Всем доброе утро. Ребятки, доброе утро. Миш, пожалуйста, над столом делай это. Яйца сварили ребята. Хлеб тостовый, сыр. А тут что у вас? А, сыр был, да? А я себе грею гречку. Вы ничего не наливали? Я себе грею гречку с баклажанами и сыр сверху положила. Сыр, кстати, у меня диетический. Яйцо съем. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Мы с Алексеем вышли. Идем на мою вторую прививку. В общем, опаздываем. Да, Алексей? Я-то не опаздываю, только ты опаздываешь. Ну, Алексей-то не опаздывает, а я опаздываю. Но стараемся, идем изо всех сил, быстрым шагом. Походу закрылся уже АС-101. Да? А вроде свет горит там. Горит. А на улице ничего не стоит, обычно на улице. Не, на улице уже в последнее время мало стоит. АС-101 у нас сезонный. Сейчас закрываются, они в апреле будут открываться. И шок вроде бы тоже. И шок тоже, да. Так что скоро ближайший магазин у нас будет в 20 минутах ходьбы. Вот тебе улочка туда на трассу. Ладно, сегодня моя вторая доза. Прививка, температура. Я готова. На 2 минуты опоздали. И снова здравствуйте. Пришли на вакцину. Не знаю, надеюсь, нас примут. Алексей говорит, что проблем нет, примут. Сказали пройти в кабинет. Сначала нас не поняли вроде как. Ну, потом сказали, пройдите в кабинет. Ой, сажусь. Вот здесь у них вакцина хранится. Жду. Вот он, человек уже чипированный. Дважды чипированный. Идем. Жду температуру. Гуляем по району. Заодно уж. Мы... открылась, подожди. Мы были на фестивале в Адане и пробовали, кушали вот такой левент-бюрек. И сейчас по дороге мы увидели левент-бюрек. Как вы думаете, что мы сделали? Мы зашли и купили. Купили и нашим друзьям. Почему отдельно? Мы хотим снять мукбанг. Вот. И нашим друзьям купили коробочку. И себе купили коробочку. Сейчас пойдем снимать для вас мукбанг. Такие у нас дела. Он под лестницей стоит. Пойдем, Миша. Короче, идем на море. Давно не были, соскучились. И мы по морю, и море по нам. Идем. Здесь под деревом столько ягоды. Это лимон. Крупная ягода. Миша рукой сейчас достал до одной, потрогал. Говорит, лимон. Это не лимон, это турульч называется. Это вот из него делается варенье, которое тебе не понравилось. Вот она рядышком здесь. Висит ягода одна. Миша пытался достать. Не надо, не надо, он еще не созрел. Не трогай. Ладошки нюхай свои. Ты уже потрогал, и теперь наверняка руки все цитрусами пахнут. И главное, снаружи не видно, а внизу под этими, под листвой прям много-много. Вот здесь тоже, наверное, так же должно
Может, они так и растут. И главное, крупные. Обычно мы видели небольшого размера, ну вот типа вот они висят тоже, они маленькие-маленькие, там размером буквально вот такого размера висят. Обычно чуть крупнее. А, кстати, это похоже больше на лимоны. Вот этот, смотри, вот какие они. Это лимоны, да. Больше на лимоны похожи. А те прям крупные такие, прям большие, они прям, как у нас грейпфруты продают в магазинах обычно. Но единственное, что я не видел в наших магазинах зеленых грейпфрутов. А это еще зеленая ягода, маленькие желтенькие пятна на бочках появились. Помнишь, нам продали желтый апельсин, а на самом деле это был этот Да. грейпфрут. Мы купили вроде бы как апельсин, оказалось портокал. Но мы все равно их с удовольствием съели, нам понравились они. Да. Олегу нет. Ну, он горьковатый, возможно, что это как-то повлияло на его впечатление. Мы на море. Мое впечатление, что особо за вот те несколько часов, пока мы тут отсутствовали, волны не добавилось. По-прежнему также Папа, кстати, синий пирс. классно. Да, синий пирс убрали соседний. Вот тут пирс стоял, где люди купаются сейчас надувными делами. Вот. Народу сколько в море. Мы утром ходили, 2 человека всего было. Один вот здесь плавал, а другой там за тем пирсом в море был. А здесь гляньте, сколько народу. Вон сколько там в глубине. И вот здесь тоже есть народ. Пойдемте. Мы взяли маску. Ну что, не последний день купаемся. Пойдем окунемся. Супер вода. Да никак не вода, а волны нету. Классно. Прям покупаться. Да, ща. Не знаю, видно вам или нет. Вода настолько прозрачная, что даже дно видно. Ну-ка, пониже сись. Видно плавающих рыбок. А я увеличил. Папа? Да. Снимаю. Скорее всего, даже ноги мои видны. Рыбки, понятно, кусают, трогают за ноги. Так, вот чуть-чуть. Не знаю, видно вам или нет, у папиных ног плавали рыбы. Меня видно? Тебя очень хорошо видно, да. А я должен подальше. Очень хорошо видно. А нырни-ка, пап. Посмотрите. Прозрачно не было вообще ни разу. Папа говорит, что за все наше время пребывания в Турции такой прозрачной воды еще не было. Сегодня надо снимать ролик канала. Зеленый ком. Вот какая чистая вода. Ни одной соринки нет. Ни соринки, ни пылинки, и дно абсолютно прозрачное. Огромная старинка, это ты и я. Да. Тетя где-то бывала где-то. Знаешь, Никита? Миша. Бабах. Прыгнул. Ой, нагулявшийся, накупавшийся. Михаил, Олег. Олег сегодня что-то говорит, не хотел сперва. Зашел еще разочек. Сегодня 2 раза успел Олег искупаться. А Миша вообще из воды не выходил. Но вода сегодня офигенская. И по теплоте, и по чистоте. Такой чистой воды мы ни разу не видели, вот честно говоря. И такая волна вообще отсутствует. Просто. Папа, видишь? Вот, 15 этаж, ты видишь? Там такая же вода была. Вот, да. А вот обычно, когда чистая вода, Сегодня, кстати, вон, в горе, сумрак видишь? такой на горизонте, надо паузу Вон, в горе, переключить. видишь? Сегодня А такой когда- сумрак прям стоит, вот горы видно не очень хорошо. Это, видимо, то ли влажность, то ли что это влияет. Пап,
Интересно. Этот лук уже сгорел. На, держи. Твои... Несу, надрываю в твои полотенца. Соседние корпуса отделывают уже. Видите, красят уже. Частично окна поставили. Ну, все доделают, все в ближайшее время. Ой, так, тут вот уже в яме тоже работы идут. Опять мужики или как работники, вот уже видите внутри этого Скоро уже объекта. фундамент будут делать. Да, я так подозреваю, что скоро будут заливать. Полностью бетонный. У них там схема какая-то, они по схеме что-то делают. Классно. В общем, мы сможем просмотреть полностью, как они все построят. Здание наподобие нашего. Вот так теперь мы с ним работаем. Дети с Алексеем будут снимать мукбанг. Я ем овощи, гречку и взяла кусочек бюрека все-таки себе. Вот, а дети будут обедать с Алексеем полностью бюреком. Нам приятного аппетита. Кто с нами ест, тоже приятного аппетита.